Жила-была девочка по имени Беатрис. У нее были глаза цвета утреннего неба и смех, который знал каждый двор ее района. Она каталась на скейтборде быстро, так быстро, что казалось, ветер не догоняет ее. И наоборот просит «подожди». Рядом с ней всегда бежал щенок. Маленький, храбрый и немного взъерошенный. Они были командой, без слов, без условий. Один бежал, вторая летит, один замирает, вторая чувствует. Но была у нее еще одна тайна. В ушах у нее были наушники. Только в них не играла музыка, в них был голос. Один, единственный, самый любимый. Это голос мамы. Иногда, когда мир становился слишком шумным, она просто нажимала на кнопку и слышала: «Ты моя радость, ты моя бусинка, ты мой герой, ты девочка, из-за которой в мире стало больше света. Я тебя люблю». Однажды она мчалась по улице и вдруг увидела мальчика. Он сидел на ступеньках, обняв рюкзак. Его кто-то обидел. Она подошла, села рядом и сняла один наушник. «Хочешь услышать, как звучит любовь?» – спросила она. Он кивнул, и они вместе слушали голос мамы. А потом он поднялся и пошел, светлее и светлее. В другой день Беатрис нашла в переулке котенка. Он был совсем маленький и дрожал. Щенок лизнул котенка, а Беатрис сняла свою куртку и завернула его. «Все должны быть в тепле», — сказала Беатрис, «даже если ты думаешь, что никому не нужен». Иногда ей бывало грустно, особенно когда кто-то говорил: «Ты странная, ты слишком чувствительная». И тогда она не спорила, она просто шла вперед, потому что знала: мама всегда рядом, а значит, все правильно. Она росла, менялась, но одно оставалось неизменным: ветер все еще звал ее вперед. И однажды она спросила: «Мама, а что будет, если я испугаюсь? Если я вдруг забуду, кто я?» И мама тихо ответила, как всегда: «Тогда я стану голосом в твоих наушниках, песней, которые ты знаешь наизусть, светом, который ложится на твое плечо, когда ты едешь вперед. И даже если ты далеко, а я в тебе, я твоя смелость, я твоя любовь». И в этот вечер Беатрис снова встала на скейт. Щенок был рядом, ветер свистел от восторга, а в наушниках звучал голос тот самый. И она знала, все, что нужно, у нее уже внутри. Мама всегда рядом. Если ты спросишь, в чем сила Беатрис в сердце, который слышит, даже когда все молчат, в доброте, которая не требует слов, в способности зажигать свет в других, просто оставаясь собой. Она не борется, она присутствует, и в ее присутствии мир вспоминает, каким он должен быть, когда любил. Она родилась, чтобы напоминать: ты не странный, ты живой, ты не сломан, ты чувствительный. И твоя душа не ошибка, а музыка, которую просто давно никто не включал. Беатрис несет с собой голос тепла, и однажды, когда станет взрослой, она откроет целый мир, в котором снова можно чувствовать, смеяться, верить и говорить: «Я свет, я жизнь, я любовь». Голос хранителя, Наташа Полуэктова.